Разговор пойдет о состоянии души, о моем состоянии души. В последнее время это меня стало волновать. Я сейчас зимнее время, февраль месяц. Это как бы началось с января месяца, вот как я переболела. ОРВИ я переболела. Простудное заболевание, но сильно болела, температурила. Температура не спадала, 3, 4, 5 дней не спадала температура. Ну, когда я уже измерила температуру, у меня была 38,5, 38,5. Меня всю трясло, ныли руки, ноги, кости ныли, суставы. Все болело тело, конечно, голова трещала. И не знала, что делать, куда себя деть, как это успокоить свое тело. Никак не могла. Выпила. До этого ничего не пила, никакие таблетки. Просто горло полоскала, но все равно это не помогало мне. Полоскала горло содой, с йодом. Все равно не помогло. Температура все это возрастала, и выпила парацетамол, таблетку целую. Парацетамол выпила, все равно не помогает. Чуть погодя, часов где-то 4-5 часов выпила еще одну таблетку, но пол таблетки выпила. Думаю, если уже все, тогда я уже не знаю, что делать. Думала об антибиотиках уже как бы. Антибиотики вот эти вот купить нужно, сходить. Это для меня проблема. Была в таком состоянии, я не могла никуда выходить. Это я уже сколько, неделю не выходила. Меня трясло, болела я, температурила. Но половина таблетки уже после, которые я выпила, дали свой эффект. Немного меня успокоило. Температура немного спала. До 37 примерно. Выпила после АЦЦ таблеточку разжижающую. Размешала горячей водой и выпила. Это тоже повлияло, дало свой эффект. Так я постепенно стала приходить в себя. После на следующий день еще выпила одну таблеточку АЦЦ. Температуры уже такой особой не было. Но вот эта мокрота шла. Как-то рвало меня аж подташнивало от болезни этой. Мокроты, кашель. Откуда ни возьмись, я вообще редко кашляю. Вот, я замечала, вот, когда болею, я обычно не кашляла, но в этот раз прям у меня вот этот кашель выходил с грудной клетки, вся грудная клетка у меня прям болела, мне больно было. Оттуда шла тоже боль. Вот где это трахея шла, вот где грудная клетка, солнечное сплетение. Вот с этой зоны вообще у меня такие боли были. Страшные боли были, когда я вот температурила, лежала. Я уже думала, значит, эта болезнь уже дальше пошла в легкие. Но благодаря парацетамолу, таблеткам АЦЦ я тоже многое уже после этого не стала пить. Вот одну выпила, на второй день вторую, в день по одной таблетке.
И на следующий уже день, через день, третью таблетку выпила, и после я уже не пила. Сварила также мясо, отварила, чтобы бульон пить горячий при этом. Сначала пила куриный бульон, но после уже мясо отварила с картошкой. Вот этот бульон прямо я пила и с мясом, чтобы немного поддержка организма, энергия какая-то шла, хоть я ощущала. Но слабость была страшная. Меня все это все равно вот это рвало, как бы подташнивало. Слюни, эти сопли, все это шло с меня, не переставая. Все думала, откуда-то это все идет. Мокроты все вылазить начали. Ну, такие страшные мокроты. Несколько дней, неделю шли, и все это не успокаивалось. И вот этот январь так и закончился с моей болезнью этой. И до сих пор, вот сейчас февраль месяц, немного есть. Почему-то мокроты идут нескончаемые. Я все думаю, что это за вирус, что это за ОРВИ. Прям так длительно. Ну да ладно, что хотела, вот на чем хотела акцентировать. Акцентирую на том, что у меня вот это состояние появилось. Как говорится, состояние, ужасное состояние. Вот с этой болезнью, что ли, я так думаю, пришло или что. У меня потерялся интерес к жизни. Я потеряла интерес просто. Вот у меня нет настроения. Ни к чему я, ну, как бы, мне ничего не интересно, мне ничто не интересно, чтобы я даже смотрю, не интересно. Раньше я как-то прислушивалась, вот обычно смотрю соцсети, это. Сейчас я просто листаю, как будто бы это все я уже знаю. И вот нету интереса ни к чему, ни к соцсетям, ни к жизни, ни к какому делу, ни к чему у меня нет интереса. Даже я так почувствовала, что у меня даже нет интереса к жизни. К жизни потерян интерес. Вот. Как так? Меня ничего не интересует. Я не могу себя заставить что-то делать. А если делаю, вот так мне трудно, вот это как-то дается. Нет желания, никакого нет желания. Такое чувство, как будто бы я уже прожила такую долгую жизнь, и меня уже ничем не удивить. И что я такая уже старая, такое вот как... Ну вот, как говорят же, 90-летние, там, 100-летние старики, бабушки уже такого возраста, говорят же, вот я прожила свою жизнь, все, я уже хочу уйти в иной мир. Вот в такое состояние. Вот у меня, я так почувствовала, что и у меня такое состояние, что мне уже опостылил этот мир, эта жизнь, мне неинтересна эта жизнь, вот с чем это связано, это я не знаю, или это с болезнью, или что, я вот не могу ничего предположить, ничего не могу, не могу найти в себе ответ, предотвратить это как-то, изменить вот это вот свое состояние. Я уже и слушаю мантры, и читаю позитивные вот эти всевозможные слова. Ну, не знаю, я что-то, меня ничего не помогает. Вот такое вот состояние у меня.
последнее время. Вот. Как избавиться от этого состояния, я не знаю. И что же делать? Вот. Что же делать? Вот этот вопрос, большой вопрос у меня в голове завис. Как быть дальше? А как же быть дальше? Как же жить-то дальше? Как избавиться от этого состояния ужасного? От потери себя. Вот. Я потеряла как бы себя, свой настрой к жизни я потеряла. Чем бы себя заинтересовать, чтобы уйти от этого состояния? Вот как бы уйти? Как бы вернуть свой вот прошлый интерес к жизни? Нет, но я помню, что у меня было такое состояние. Ну, в жизни всякие бывают же передряги. И вот у меня в одной из передряг жизненных обстоятельств было такое состояние, что нету интереса к жизни. Но потом как-то у меня это прошло, и я загорелась, и у меня вот лет 5-6 у меня вот этот интерес появился. Я прямо вот энергия была, у меня мысли были совсем другие. Я занималась своим, можно сказать, любимым делом, хобби, вот это мое. А сейчас у меня вот все как потерянное. Потеряла вот это состояние. Ушло куда-то. И мысли. И что интересно сказать, что мысли у меня. Я практически перестала улыбаться, можно сказать. Как-то мрачно вот на душе, в голове вот. Что же делать? Что же делать? Как быть? Ой, вот сейчас я об этом говорю. Как бы хочу выговориться. И это меня еще хуже нагнетает, угнетает. Хочу спросить у вас, как быть. Может, кто-то напишет, было ли у вас такое состояние. Об этом напишите в комментарии. И вот ужасное это состояние. И я не знаю, как быть дальше, как жить дальше. И весь мой интерес пропал и к жизни, и к хобби, чем я занималась. Вот все, интерес пропал, руки опустились. И все на этом. Даже не то, что руки опустились, и веки опустились, как будто стали тяжелыми. Лишний раз даже поднять тяжело. Улыбнуться даже не могу по-человечески. Что со мной произошло, не знаю. Или, может быть, я связываю зимний период, наверное, то, что мы дома. Я так думаю. В зимний период недалеко никуда не выйдешь лишний раз на улицу. Ни с кем не поговоришь. Дома и все дома. Ну, посмотришь там телевизор, и то толком тоже не смотришь телевизор. YouTube посмотришь, Инстаграм, соцсети, и все это уже приелось. Как-то одно и то же, вот это крутится. Эти злободневные новости тоже надоедает смотреть. Один негатив
Как откроешь эти новости, один негатив. Тогда вообще еще хуже становится. И так плохо, а после посмотришь новости еще хуже. Вот. К чему же это, я не знаю. Как поднять свой настрой? Я вот это думаю теперь. Как изменить вот свои мысли, ход своих мыслей. Нас же каждый день мысли в день посещают по 100 мыслей, если не больше. И вот эти мысли крутятся в голове, крутятся, разъедают мозг, сознание, подсознание человека. Думаешь, Господи, почему это я об этом думаю? Почему это мне в голову вбрелось такое негативное состояние, эта мысль негативная? Откуда она берется? Вот не хочешь об этом думать, а почему-то произвольно это получается, что думаешь. И заставляла себя другим чем-то заняться, чтобы это отгонять от себя дурные мысли. Но все равно вот делаешь что-то, и все равно это в голове и крутится. Как так? Вот как так? Как быть? Ой, говорить. Можно много говорить. А вот решение от этого вот выйти с такого вот положения, что ли, вот с этого состояния, вот как выйти с этого состояния. Вот сейчас для меня большой вопрос. На этом я, наверное, завершаю свой небольшой вот такой разговор о себе. То, что во мне вот это сидит, и не знаю, как вырвать от себя вот это вот, вытащить, избавиться от этого дурного состояния.